Доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Давайте сегодня рассмотрим чашечку. Кто стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает, что будет происходить в вашей жизни сейчас. Давайте будем смотреть. Подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан, поставьте лайк этому видео заблаговременно и напишите комментарий, насколько эта общая чашечка резонирует с вами. Спасибо вам заранее. А мы начинаем. Смотрите, вы оглядываетесь назад, смотрите, вспоминаете о какой-то встрече. Смотрите, эта встреча вас, воспоминания точнее, уводят далеко в закоулки памяти, очень много размышляете об этом. Видимо, в недавнем прошлом что-то произошло. Воспоминания очень свежие, как сейчас. Но впереди вас ждет новая чистая дорога. Вы почему-то в нее медлите вступать. По девяточке или по троечке, скорее по троечке необходимо вступить через 3 дня, через 3 часа. Так, здесь смотрите, дорога и вторая дорога. Люди параллельно, находясь, видимо, на расстоянии, думают друг о друга. С одной стороны, кто-то стабильный, думает о багаже. Здесь Мишка прорисовался. Вы можете кого-то называть Мишкой или, может быть, Михаил кого-то зовут. Или кто-то стабильный просто. Мишка — это всегда что-то стабильное в вашей жизни. Стабильная семья, стабильный партнер, стабильный товарищ, стабильный друг, стабильная подруга. Вот вы параллельно с кем-то развиваетесь, находясь на расстоянии. Вам машет этот Мишка, кто-то очень стабильный, вам заявит о себе. Почему-то говорит о каком-то багаже, о переезде, о смене какой-то, и вот о том, что подготовка идет полным ходом в самое ближайшее время. С вашей стороны огромное количество эмоций, а со стороны другого человека, который развивается напротив вас, разговоры о том, как он или она к вам хорошо относится, а также разговоры о работе, какие-то трудности в рабочих отношениях. Так, что у нас по блюдечку? Кто стучит, что гремит? Смотрите, у вас по блюдечку встреча, разговор происходит с человеком. У человека раньше были препятствия. Все туловище вместо гор прорисовалось. Сейчас человек находится на пути их преодоления. И разговор будет происходить. Вы все еще не вместе с этим человеком, видимо, на расстоянии происходит разговор. Но человек делится своими переживаниями и скорее гордостью за себя, что находится на пути преодоления всех задач. Также, смотрите, у вас какой-то в душевном плане происходит подъем. Какая здесь радуга красивая. Я не знаю, вам видно или нет на просвете, но здесь очень красивая радуга. Что-то, что шло не совсем как вам надо в плане скорости. Вот по этой черепашке и сейчас выходит на радугу. Радужное событие. Событие, переполняющее душу. Вот, возможно, с этим связано с чем-то очень милым, с чем-то очень трогательным, с чем-то очень берущим за душу в самое ближайшее время. Новость, событие, вы об этом узнаете. Давайте переходить к чашечке. Кто стучит в ваши двери, что гремит? Так, мои дорогие, вы здесь готовитесь к какому-то плану. Смотрите, готовитесь к первому шагу. У вас сейчас будем смотреть, какая сфера будет развиваться по этой ракете. Так, фокус, настройся. По ракете буквально очень быстро, очень динамично, очень резко наступят изменения в вашей жизни. У вас в голове гора. Вы думаете и сомневаетесь, думаете о препятствиях, думаете, почему не получится. И думаете, что что-то получится не так, как вы планируете сейчас. Напрасно вы это думаете, потому что необходимо под контроль взять свои эмоции сейчас, у вас все получится. Смотрите, вы держите в руке голову. Огромное значение сейчас приобретает план наперед. Причем, смотрите, в этой голове с одной стороны лицо смотрит назад, с другой стороны лицо смотрит назад. Кого-то необходимо, по четверке это событие происходит, кого-то необходимо в буквальном смысле держать на чеку, первое, а второе, вот чуть ли не припугнуть. Во-первых, вот такие позы у меня рисуются, когда за человеком следят, вот в каком-то плане, когда желают, чтобы вы совершили ошибку. То есть здесь, с одной стороны, необходимо наблюдать за всем окружающим, и с другой стороны, смотреть вот на конечную цель. Идете, следуйте своему плану, своей цели, но глаза в оба. Вот, знаете, здесь кого-то действительно надо поставить либо на место, либо чтобы даже не смели позаряться на то, что принадлежит вам. Вот на ваше счастье, на ваш успех, на ваш какой-то путь, на ваше имущество, на ваше завоевание. У вас здесь очень много силы. Не стушуйтесь вот перед этой горой, перед каким-то препятствием, о котором думаете. Смотрите,
Вот по пятерке у вас успех происходит, по семерке. Пятерка — это успех, по семерке происходит. Вы здесь берете посох, и в посохе двое людей. Успех в сфере, которая касается двоих людей, сотрудничества двух людей, отношений двух людей. У вас вместо головы даже здесь двойка, партнерство какое-то, союз крепкий, но здесь из двух людей состоящий. Успех приходит по семерочке. Смотрите, кто-то очень неординарный входит в вашу жизнь. Также по семерке 7 часов, 7 дней. Этот человек может мыслить очень креативно. Этот человек может быть не признаваем обществом, то есть какое-то действие он совершает, которое мало кто поймет. Так, смотрите, у вас новый шаг в этой стезе, который вы начинаете, успех. Вот вы с этим доселе не сталкивались. У вас это абсолютно что-то новое. Я не могу сказать, что с чем это связано. То есть я вижу стрелки успеха, и я вижу, что вы должны были это сделать давным-давно. Затянули, и только сейчас это происходит. И сейчас события вот как накопились, и вот взрываются буквально, врываются в вашу жизнь. Это хорошее событие. И с этим вы затянули, поэтому так быстро все движется, поэтому не переживайте, не бойтесь. И вот в этой области есть человек очень опытный в вашем окружении. Он вам сейчас будет помогать. И с ним или с ней будут разговоры вот в таком ключе. 2 встречи или 2 разговора, а потом затишье. А потом опять 2 разговора или 2 встречи, и опять затишье. То есть почему-то вы 2 разговора подряд, пауза. 2 разговора подряд и пауза, или 2 встречи. Почему-то таким образом у вас с этим человеком развивается общение. Он очень опытный. Как будто бы вот дважды он в эту реку входил, в которую вы только что входите. Но знаете, смотрите, по композиции чашки это что-то очень глобальное в вашей жизни происходит. В буквальном смысле стучит и гремит, и на порог заходит. Так, смотрите, в рабочем характере, в рабочей сфере вы отправляетесь в новые горизонты, в новые перспективы. У вас в руке 8, что-то будет продолжаться длительное количество времени. И смотрите, какой это фундаментальный период для вас. Вот вы делаете первый шаг, и вот начинаете что-то очень глобальное. Скорее погружаетесь в какую-то, знаете, приятную рутину рабочего характера. Приятную, потому что эмоций много, а рутину, потому что вот что-то будет из ряда в ряд повторяться. Встали, поели, пошли на работу. На работе сделали то-то, 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 как всегда, ушли с работы. Опять встали, поели. То есть вам, возможно, на какой-то момент покажется, что вы делаете одно и то же, и день как день сурка. Но, тем не менее, это что-то, что вы должны делать. Смотрите, вот по этому силуэту необходимо соблюсти баланс, оказаться на вот этом мосту в золотой середине, потому что я вижу, что вы в чем-то можете переживать, вот это что-то финансового касается, у вас в руках рыбка. Воздержитесь от слишком спонтанных, необдуманных трат именно сейчас, потому что вот я вижу, что вы слегка от этой середины зашли в правую сторону. Вот вы сидите, и голова вниз. Почему-то печалитесь, что, возможно, перетратили много или растратили то, что должны были отложить или скопить. Вот деньги, я вижу стабильность, что-то вам дается вот этим человеком, этой рукой стабильно, но тем не менее, видимо, от вас зависящее что-то пошло не так, то есть перетратили, растратились. Соблюдайте середину, все, что касается денег, финансов, вложений, растрат и так далее. Вот сейчас в данном вопросе. Так, кто еще стучит, кто гремит, кто входит в вашу жизнь сейчас? Так, фокус. Во-первых, вы спешите к другу. Не он к вам спешит, а вы к нему бежите. Вы, может быть, сейчас посетите местность, где какие-то ваши загадочные друзья находятся, но вы здесь, смотрите, как с одного берега прыгаете на другой и приходите к другу. Либо очень душевный разговор, когда затрагиваются струны души, когда хочется обниматься от того, как тебя человек хорошо понял, или просто расплыться, растаять от того, какое душевное единение сейчас происходит с вашим близким человеком. И вы к нему спешите сейчас, в данный момент, очень скоро. Так, смотрите, к вам спешат также люди, которые вас считают поддержкой, опорой, лучиком света. Смотрите, вы в центре находитесь, и вы всех оберегаете, всех обогреваете. К вам спешат, вы знаете, как к маме кошки, или к отцу котенку, или к отцу коту, который очень-очень теплый. Но к вам стремятся вот те, кто пониже, те, кто могут черпать что-то от вас, какое-то душевное тепло, какой-то позитив, какую-то силу, насыщаться от вас ей. С этими людьми связаны у вас 2 дороги. Так, в самое ближайшее время давайте еще смотреть. Вы в самое ближайшее время должны будете объединить какие-то 2 группы людей.
Смотрите, вы здесь мостом соединяете одну часть людей и вторую часть людей. Пока обе части людей переживают, то есть, может быть, они негативно изначально как-то с предупреждением были друг к другу настроены, и вы сейчас являетесь мостом, налаживаете контакт с одной группой людей и с другой группой людей. Кстати, вот здесь вот вас могут позвать на какое-то мероприятие, здесь вы получаете письмо или приглашение, то есть птичку ловите о том, что будет событие вот на этом островке с большим количеством людей. Я вижу, что вы здесь рыбку ловите. Вам эта группа людей может быть полезна для какого-то развития либо финансового, либо делового, либо бизнеса, либо рабочего. Поэтому обязательно нужно пойти. Я вижу, что пока приходит предложение, не вижу вы его принимаете или нет, идете на эту встречу или нет, но я бы посоветовала пойти однозначно. Не знаю, насколько у вас сейчас ситуация с карантином, но здесь однозначно стоит, как говорится, брать. Так, эти группы людей почему-то стремятся друг к другу. То есть изначально, вернемся к ним, как будто бы вы объединяющее звено. Они ради вас объединяются. И это происходит по 7. 7 недель, 7 дней, 7 часов. Давайте переходить к блюдечку. Что у вас на пороге? Какие события, какие обстоятельства, какие люди? Кто приходит в вашу жизнь? В вашу жизнь приходит радость. В вашу жизнь приходят обстоятельства непреодолимой силы, почему-то связанные с двумя людьми. С одной стороны, смотрите, вы радугу пустили, с другой стороны, человек радугу пустил. У вас что-то, что необходимо решить головой. Вот какой-то проект. Вот смотрите, опять голова ваша. С одной стороны смотрите в одну сторону, с другой стороны смотрите в другую сторону. Вопрос, который необходимо решить, подойдя очень подробно ко всем сторонам вашей жизни, ко всем сферам вашей жизни. Как будто бы сейчас вообще в оба надо смотреть и все по полочкам разложить. Вам вот 2 вещи, 2 сферы необходимо в одну свести, чтобы удовлетворяло 2 эти сферы вместе. Господи, как много в этой чашечке вот двойного чего-то, 2 группы людей объединить, 2 сферы совместить. Что у вас за период такой? Но это однозначно что-то глобальное для вас. Вы сейчас налаживаете вот какие-то, знаете, фундаментальные события в вашей жизни наперед, связанные с каким-то человеком. Может быть, это действительно какое-то партнерство, может быть, это действительно встреча со своей второй половинкой или уже скорее не встреча, а договор о совместном будущем, долгоиграющем. Опять же, люди имеют значение. Вот надо как-то всех удовлетворить. Людей, которые под вами находятся. Душевные вопросы в основании этих дел лежат, этих ситуаций, этих моментов. Успех, радость. И вот, знаете, взрывное какое-то действие. Вы очень вот лежали, резко подскочили и побежали. Вот здесь такая тенденция рисуется. Опять же, нет никаких плохих событий, которые этому сопутствуют, которые в преддверии таких ваших действий находятся. Наоборот, очень радостные события, которые вас мотивируют двигаться, бежать, расти, динамично развиваться. Вы все делаете для комфорта. Но при ближайший период комфортным я бы не назвала. Вы скорее слишком много будете делать, слишком много дела разруливать. Для комфорта, да, вот вы к этой кошечке протянули руку. Но цель основная, конечная — комфорт. Радость, благополучие, но сам ближайший период таким не будет. Сам ближайший период будет полон активности, то есть вам не до раздумий о том, как вам хочется комфорта, о том, как я хочу отдохнуть. Вам будет просто слишком мало часов в сутках, чтобы все разрулить, чтобы все успеть. Но опять же, мотивация очень радостная. Мои дорогие, я вам желаю скорейшего исполнения этой чашки. Очень светлая, очень оптимистичная, полна очень перспективных ожиданий. И даже советовать, чтобы что-то осталось в кофейной гуще, не хочется. Пусть все проиграется в вашей жизни в самые кратчайшие сроки. Самого светлого вам будущего, самого позитивного, самого скорого. Всем, мои дорогие, роскошного дня, всем до встречи, всем пока-пока.